Всем привет! Это распаковка биндеров Prism Platinum, А4 биндеров, которые я заказала еще в январе этого года во время предзаказа, но дошли они мне спустя полгода. Кто смотрел другие мои видео, может задаться вопросом: опять биндеры? Ты же недавно купила биндеры. Кажется, это у меня, знаете, типа биндеры на вырост. Потому что у меня не такая огромная коллекция, чтобы иметь столько биндеров, но при этом что-то их очень много развелось на данный момент. Вместе с этими у меня получается уже 4 и еще 2 новых. Но эти, они особенно красивые, они просто вау. Я немножко беспокоюсь, что нормально ли они доехали, потому что они были явно скрыты на таможне. Окей, видно уже, что там внутри много красоты. Слушайте, чисто по коробке, я не знаю, это самое красивое, что я когда-либо покупала, не считая мерча Бантан. Просто посмотрите, какая красота. Обалдеть. И это не все. Я так понимаю, тут внутри сами биндеры. Кроме этого, та-дам! Здесь еще 4 упаковки с листами. С 8 кармашками, с 9. Slim Fit. Я забыла, кстати, какие именно я брала. И я, думала, что, возможно, взяла широкие, но нет, я взяла Slim. Вот, интересная вещь. С 10. Нет, стоп. С 10 это получается как? Нет, вот это вот с 6. Таких я еще ни у кого не видела. Мне очень интересно будет сейчас посмотреть. Я уже не помню, под что они должны подойти. Под какие-то, возможно, под Хвоян Юнхва. Да, вот тут прям можно увидеть. Да. Такие. Вот это странно, кстати. Я потом, конечно же, все детально посмотрю. И вот таких у меня никогда не было. Вот таких никогда не было. И с 10. Тоже что-то странное. Они не уже, чем обычная карта, случайно. Ну, что-то прям даже как-то очень волнительно вскрывать упаковку. Вот в этого производителя я прям верю. Мне кажется, все должно быть идеально, а не как в том видео с Мел Кафе, в котором я не очень лестно отзывалась о некоторых моментах. Немножко помялась, конечно, коробка в дороге. Ну ничего, главное, что она защищает то, что внутри, сами биндеры. Там на выбор были 2 варианта, черный и белый. Честно, черный вариант мне безумно нравится. Он мне так сильно нравится. Очень красивый. Я еще думала, вот один из черных будет у меня под Today. Но еще я думала про практическую сторону. И на черном пыль собирается. В тот момент мне это очень сильно беспокоило. Я подумала, вот если я не буду чистить белое, это будет мало заметно. На черном будет очень заметно. У меня в период ожидания был момент, когда я начала переживать, что я заказала белые, а не черные, потому что черные мне нравились больше. Но вот прямо сейчас я думаю, что я буду очень рада белым, учитывая то, что мои основные биндеры, они белые. Открываем. Сняла крышку. И та-дам! Вау! Достаем нашу прелесть. Вау! Коробка изнутри мягкая. У меня такое впечатление, у меня такое ощущение, что я купила что-то, не знаю, брендовые шмотки. Хотя мне на брендовые шмотки было бы, честно, плевать. Я просто даже не знаю, с чем сравнить.
Я не могу поверить, что вот эта красота, которую я видела только на видео, она существует в жизни. Вот. Попробую с этого угла снимать. Про эту штучку я еще расскажу. Вот у нас один биндер. И вот второй. И обратите внимание на то, какие красивые здесь вырезанные звездочки и луна. С той стороны тоже. Так. С другой стороны. О, вот. Все это вот так переливается. Вот именно в такие моменты становится жалко, что у меня камера не такая уж и классная. Отличие этих биндеров от большинства А4 в том, что их можно беспроблемно хранить вертикально. Потому что, во-первых, потому что есть вот такой бокс, в который можно вставить, да? А во-вторых, одна из проблем частых у пользователей биндеров, которые хранят их вертикально на полке, это что файлы изнутри свисают. И если их такими свисающими поставить на полку, то может помяться то, что в нижних ячейках биндера. Сейчас я покажу на примере своих биндеров. Если держишь его вертикально, то вот эти файлики, они могут немножечко, совсем немножечко свисать, но этого достаточно, чтобы, приложив силу, когда сдвигаешь биндер на полку, чтобы это смялось. Вот у кого есть биндеры А4, скажите, вот вы храните вертикально или горизонтально, и сталкивались ли вы с такой проблемой? Я не храню их вертикально, потому что у меня как минимум нет подходящих полок. Я видела многих людей, видео, где последствия того, как они держали вертикально, и у них что-то помялось внутри. И по идее, при разработке вот этих биндеров этот момент учитывали, и поэтому есть такая штучка, которая должна плотно удерживать файлы для того, чтобы они так не сгибались. Посмотрим, насколько это правда. Мои биндеры, которые просто канцелярские папки. Видим, что в ширину они одинаковые, но в высоту Prism Platinum сильно выше. Я подозреваю это потому, что здесь файлы будут заканчиваться чуть выше, чем конец, то есть они как бы посередине. И в том числе ради того, чтобы они не свисали. То есть если они даже немножко провиснут, по идее, оно не должно дотянуть до низа биндера. Вот еще один мой биндер, который Мяу Кафе. Он немножко шире, и в высоту он тоже поменьше. Второе, что я хочу сделать, это проверить, точно ли такое же расположение колец 4, как у обычной папки. Вот берем для примера такой лист и проверяем то же ли самое. Да, этот лист тоже сюда подходит. Единственное, что сразу обратила внимание, что они чуть-чуть длиннее, чем ширина этого биндера, поэтому если их использовать, то, вероятно, если прям до конца задвигать этот биндер в подставку, вероятно, может возникнуть проблема. Они будут как бы ездить. В комплекте идут бэкборды для того, чтобы защищать тоже от сгибания. Здесь интересно придумано, что передний бэкборд короче. Так, вот задний. Тут самое главное, наверное, в этих бэкбордах
Именно у Prism Platinum то, что у них есть вот такая штучка. Вы ее вставляете вот так. Когда уже все листы вложены и все такое. И после этого толкаете вверх, и она как бы застревает. застревает и не дает двигаться всем этим листам. И тогда, несмотря на количество, несмотря ни на что, они не будут болтаться. Вот такая идея. И дальше я буду смотреть на листы Prism Platinum, которые я заказала. Там было гораздо больше видов, но я заказала несколько. Что пишет сам производитель про вот эту штучку? Во-первых, они ее называют Binder Shield, как бы щит. Щит биндера, защита биндера. Вот она как раз для того, чтобы можно было в вертикальном положении хранить и защитить листы от повреждений, которые возникают при хранении. И насчет бэкборда половинчатого, который размещается в начале биндера, вот они пишут, что это дополнительный слой защиты в месте, которое особенно подвержено царапанию, изнашиванию и тому, что там рвутся листы. Не знаю насчет того, что они там рвутся. В любом случае, мне кажется, вся вот эта, весь этот проект, это замечательной девушки Кейси, очень продуманным, очень качественным. И я надеюсь, что он меня не разочарует в будущем. Вот все виды листов, которые у меня есть. Я для начала хочу открыть обычные девятирные, потестить их. Ей. Во-первых, они очень плотные, при этом прекрасно прозрачные и гибкие. Ставим эти листы. У меня протекторы обычные, мои, не их. Они, по-моему, 56 в длину, и вот они прям впритык идеально влезают. Вот это очень кайфово. Я люблю такое. Я, собственно, ради этого и брала узкие кармашки. Потому что так они плотнее сидят и не вылетают. Мне кажется, они даже слишком плотно сидят. Возможно, их нужно... Карточки, которые хранятся в них, нужно хранить в более узких протекторах. Мне кажется, они немножко сморщиваются. Главный момент, на который я точно обращаю внимание после листов Мелкафе, это то, что кармашки открываются сверху. Тоже сверху, кроме этих. Эти открываются сбоку. Сначала посмотрим стандартные. Вот такие, например, тоже бывают от всяких привычных нам производителей. Пробуем ставить. Ну, они, наверное, для туровских карт хороши. Ну, или не туровскую, но вы поняли, 7/10. Да, идеально плотно сидят. Следующие. Вот эти загадочные листы. Сейчас посмотрим на них вживую. Кажется, это листы просто горизонтальные для маленьких карт. Те, что на 8, они же с большими кармашками. 7/10. И по идее, если сделать более узкие кармашки, может и 10 кармашков уместиться на одну страничку. Вот возьмем Чмина и попробуем.
А, и не той стороны. Уместила. Вот, попробуем. Да, я все правильно поняла. Здесь 10 кармашков, и они для маленьких карт. Для горизонтальных карт, мне кажется, просто замечательно. Я думаю, они скорее для квадратных, из Young Forever, например, которых у меня нет пока что. Но они в планах, так что... Я думаю, они подойдут еще под, знаете, Permission to Dance выходил зимой Digital Code, и там были полики квадратные. Так, во-первых, я забыла проверить на всех них, они односторонние или двухсторонние. Эти два листа точно односторонние, тоже односторонние, девятерные тоже односторонние. Но я почти уверена, что у них в наличии были двухсторонние тоже. Просто я выбрала односторонние, поскольку люблю хранить так, что видно оборотки. Давайте сравним, раз уж тут под рукой. Да, юного клона, они большие, мне подходят. Вот я принесла то, что подходит из того, что у меня есть. Во-первых, где вот? Во-первых, вот эти полики из Muse. Во-вторых, из Permission to Dance. Вообще прикольно, что такой размер, которого больше ни у кого я не видела пока что. У них в наличии еще бывают обычные, одинарные, двойные, четверные. Просто я их не брала. Но мне очень сильно понравилось сейчас абсолютно все, что касается этого биндера, этих листов. И если приспичит в будущем, вот у них я готова брать еще. Мне кажется, это просто вот сделано для людей. Позаботились обо всем. Конечно, цена кусается, и доставка дорогая, потому что все это весит немало. Весь этот комплект, 2 биндера и вот эти 4 коробки листами вместе у меня весили 6,5 килограмм. Так что листы очень тяжелые. А биндеры, я думаю, все вместе не больше 3 килограммов. Вот. И все. Спасибо большое за просмотр. Я буду заниматься организацией в этих биндерах в следующих видео.